Имя Эда Гейна стало легендой. Тихий и застенчивый фермер из Висконсина потряс мир серией жестоких садистских преступлений. Одержимый убийством, терзаемый внутренними демонами, Гейн многие годы наводил ужас на жителей Плейнфилда и окрестностей. Собранная им чудовищная коллекция так называемых им трофеев повергла в шок даже видавших многое полицейских. А история его жизни легла в основу таких книг и фильмов, как «Молчание ягнят», «Психо» и «Техасская резня бензопилой». Кто он, Эд Гейн? Безумец, достойный сострадания, или посланник самого дьявола? Что толкало его на новые и новые убийства? В принципе, серийным убийцей принято считать человека, убившего 3 или более жертв. Это связано с тем, что при убийстве 3-й жертвы у серийника формируется свой способ действия. Однако все исследователи считают Гейна состоявшимся серийным убийцей, несмотря на то, что на его счету только 2 доказанные жертвы. Эд Гейн наиболее популярен среди писателей и режиссеров. По количеству поклонниц он может поспорить с самим серийником Тедом Банди. Сотни женщин присылали ему в тюрьму письма с просьбой прислать локон волос. Эдвард Теодор Гейн родился 27 августа 1906 года в Висконсине. Эдди был вторым сыном в семье. Мать Гейна Августа была фанатично религиозной женщиной, абсолютно уверенная в своей непогрешимости и природной греховности остальных женщин на свете. Ее рассказы про жестоких девушек и их злобу надолго отбили интерес у маленького Эдди к противоположному полу, одновременно с этим формируя у ребенка ощущение божественности матери. Отец Гейна был алкоголиком. У него не хватало сил противостоять своей энергичной жене, которая в отношении мужа не боялась применения грубой силы. Забота о пропитании в семье полностью лежала на Августе, что придавало ей дополнительную уверенность в своей непогрешимости. 1914 год. Семья Гейнов перебирается в маленький городок Плейнфилд, которому суждено вскоре получить мировую известность в связи с новыми жителями. В новом городе Августа предпринимала дополнительные усилия, чтобы обезопасить детей от мерзости окружающего мира. Так, она была однозначно против общения Эдди с соседскими детьми, а ферма Гейнов была удалена от ближайших соседей на полкилометра. Конечно, она была вынуждена отдать ребенка в школу, но каждый день по приходу сына домой она подвергала трактовке все, чему учили ее сына в школе. Обдаленный общением со сверстниками, Эд погрузился в мир приключенческих романов о нацистах, охотниках за головами и людоедах. Дополнительным обстоятельством ухода ребенка в выдуманный мир были постоянные предсказания матери о том, что детей ждет судьба алкоголика отца, что выработало у ребенка установку на пожизненное нахождение под опекой матери, которая была способна оградить Эда от столь печальной судьбы. 1940 год. Умирает отец Эда. Эд буквально молится на мать. Она была для него непогрешимым авторитетом, поэтому любая критика матери со стороны его старшего брата Генри звучала для Эда как оскорбление. Ссоры Генри с матерью учащались и прекратились только со случайной смертью Генри, единственным свидетелем которой оказался Эд Гейн. Расследование данной смерти не дало никаких результатов. Младший брат отказался подробно излагать обстоятельства о смерти своего старшего брата в 1944 году. 4 декабря 1945 года умирает Августа. Гейн остается один. Оставшись в одиночестве, Гейн возвращается к своему юношескому хобби – чтению приключенческих романов. Дополнительная сфера интереса у Гейна в этот период – изучение книг по анатомии. Также он увлекается чтением мировой прессы, особенно раздела, в котором публикуют некрологи. От чтения некрологов Гейн переходит к ночным посещениям кладбища, во время которых он выкапывает и разделывает трупы. По собственным заверениям Гейна, он никогда не вступал в половую связь с трупами, однако некоторые исследователи сомневаются в этом.
Изъятые на кладбище черепа Гейн подвергал обработке и развешивал на стенах. Приходивших к нему мальчишек он убеждал, что эти черепа – трофеи его юности. Правда, последующим рассказам мальчиков об увиденном в городе никто не верил, считая их детскими выдумками. Изредка, встречая Гейна, соседи любили пошутить о черепах, на что тот, всегда улыбаясь, подтверждал эти рассказы. Соседи считали Гейна человеком с хорошим чувством юмора и не подозревали о том, что тот говорит только малую часть правды. Действительно, даже в виде шутки Гейн никому не рассказывал о сшитом из человеческой кожи костюме, о кресле, обитом такой же кожей, о черепах, из которых он сделал кубки, миски и о многом другом. 1947 год. Найдена убитой 8-летняя девочка. Единственной уликой, найденной полицией, были следы шин, как впоследствии выяснилось, принадлежавшие Гейну. Правда, Гейн не признался в совершении этого преступления. 1952 год. Исчезли 2 туриста, устроившие маленький пикник недалеко от дома Гейна. Их трупы не найдены до сих пор. Относимость Гейна к этому преступлению также не доказана. 1953 год. Найдена убитой 15-летняя девочка. Причастность Гейна также не была доказана. Однако некоторые элементы совпадения с первым убийством просматриваются достаточно четко. 1954 год. Гейн убивает Мэри Хоган, хозяйку местной таверны. Гейн умудрился незаметно перенести 80-килограммовую женщину к себе домой через весь город, где женщина была расчленена. В декабре 1957 года на квартире Эда Гейна был произведен обыск. При обыске в гостиной найдена туша, которую шериф изначально принял за тушу оленя. Но более внимательный анализ показал, что перед ним обезглавленная и выпотрошенная туша человека. По результатам следственного опознания была установлена личность потерпевшей. Ею оказалась Бернис Ворден, 50-летняя владелица таверны. Подозрение на Гейна пало только потому, что один из местных жителей увидел его в день убийства около этой лавки. Проведенный обыск на территории фермы дал результаты в виде большого количества трупов, подавляющее большинство которых были похищены Гейном с кладбища. Однако объяснить происхождение некоторых из них не мог дать ни Гейн, ни шериф. Точнее, Гейн отказался дать объяснение, а шериф не смог. 1958 год. Дом Гейна хотели превратить в аттракцион, однако кто-то из местных жителей накануне открытия этого аттракциона поджег ферму. Пожарная команда почему-то сильно опоздала на тушение огня. Пожарные тоже люди, и к тому же местные. 1958 год. Гейн отправлен в психиатрическую клинику. 1968 год. На судебном заседании Эд Гейн приговорен к тюремному заключению. В тюрьме Гейн был счастлив и, по заверению начальника тюрьмы, был идеальным пациентом. 26 июня 1984 года Эд Гейн умер в тюрьме от рака.